Привет! Я продолжу говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это третья часть. Британская дипломатия во время войны сосредотачивалась на продвижении пропагандистских усилий с нейтральными странами и инициативах по подрыву немецкой экономики, особенно посредством морской блокады. В 1915 году в Париже начала действовать конференция союзников по координации финансовой поддержки союзников, производству боеприпасов и распределению сырья нейтральным странам. Британия создала черный список, комиссию по контролю за судоходством и Министерство блокады. 4 августа британское правительство объявило войну от имени короля. Стратегический риск, связанный с немецким контролем над бельгийским и в конечном счете французским побережьем, считался неприемлемым. Отношения Великобритании с ее партнерами по Антанте, как Франции, так и России, были одинаково важными. Министр иностранных дел Эдуард Грей утверждал, что секретные военно-морские соглашения, согласно которым Франция направила свой флот в Средиземное море, налагали на Великобританию моральное обязательство защищать Ла-Манш. Более того, в случае, если Британия откажется от своих партнеров по Антанте, существовали опасения, что если Германия выиграет войну или Антанта победит без британской поддержки, то Британия останется без друзей. Это сделало бы Британию уязвимой для нападения. Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Ара Кроу говорил: если начнется война, а Англия останется в стороне, должно произойти одно из двух. Либо Германия и Австрия победят, сокрушат Францию и унизят Россию. И каково будет положение Англии, лишенной друзей? Или Франция и Россия победят, каково будет их отношение к Англии? А что насчет Индии и Средиземноморья? Англичане и французы решили, что практически вся Османская империя будет разделена между победителями, и туркам будет оставлен лишь небольшой кусочек. В Азии французы получили бы северную половину, а британцы – южную. Британский кабинет министров уделил особое внимание статусу Палестины, рассматривая множество сложных факторов. Неуклонное продвижение британских армий из Египта указывало на то, что Палестина и близлежащие районы вскоре перейдут под контроль союзников, и лучше всего было бы объявить о планах до того, как это произойдет. В октябре 1915 года британский верховный комиссар в Египте пообещал Хусейну ибн Али, шерифу Мекки, арабскому лидеру, что Британия поддержит арабские национальные амбиции в обмен на сотрудничество против турок. Лондон думал, что появится так много новых земель, что то, что Бальфур назвал небольшой выемкой, предоставленной евреям, не будет проблемой. Сионистское движение набирало силу в еврейских общинах по всей Европе, включая Великобританию и Соединенные Штаты. Обещание им родной земли активизировало их поддержку. Различные христианские группы, особенно протестанты, ориентированные на Библию, проявляли большой интерес к Святой Земле и к библейским предсказаниям. Наконец, сам министр иностранных дел Великобритании Бальфур давно был обеспокоен погромами против евреев в Восточной Европе и в течение многих лет искал способы переселить их за пределы России. Он провел много обстоятельных бесед с лидером сионистов Великобритании и разработал план, который Ллойд Джордж и кабинет одобрили. В ноябре 1917 года Бальфур сделал очень короткое официальное заявление относительно Палестины. Он пообещал национальный дом для еврейского народа и сказал, что не будет сделано ничего, что ущемило бы права арабов. Он не упомянул о государственности.
С точки зрения британской дипломатии Дэнни Гудвейн утверждает, что декларация Бальфура была победой радикальной фракции в британском правительстве, обсуждавшей политику в отношении судьбы Османской империи. Радикалы предложили разделить эту империю, чтобы укрепить контроль Великобритании над Ближним Востоком. Фракция реформистов тогда проиграла. Блокада Германии Королевским флотом была высокоэффективным методом по предотвращению импорта. Однако лазейкой в данной системе блокады были поставки в нейтральные страны, такие как Нидерланды и Швеция, которые продавали товары Германии. Чтобы остановить это, британцы внимательно стали следить за поставками в нейтральные страны, ограничили импорт для нейтральных стран и стали обыскивать торговые суда. Они также внесли в черный список американские фирмы, которые, как известно, торговали с Германией. Соединенные Штаты выразили протест, но Вудро Вильсон решил терпимо относиться к политике Великобритании. К 1914 году внешняя политика Франции основывалась на союзе с Россией и неформальном взаимопонимании с Великобританией. Обе страны предполагали, что главная угроза исходит от Германии. Кризис 1914 года был неожиданным, и когда Германия мобилизовала свои силы, Франции также пришлось мобилизоваться. Затем Германия вторглась в Бельгию в рамках своего плана Шлиффена выиграть войну. В общем, в дальнейшем план провалился, и война зашла в очень кровавый тупик на Западном фронте практически до 1918 года. Великобритания взяла на себя ведущую роль в большинстве дипломатических инициатив, с Парижем консультировались по всем ключевым пунктам. Соглашение Сайкса-Пико 1916 года с Великобританией предусматривало распад Османской империи и разделение ее на сферы французского и британского влияния. Франция понесла очень тяжелые потери с точки зрения боевых потерь, финансирования и разрушений в оккупированных немцами районах. На Парижской мирной конференции 1919 года месть по отношению к Германии была главной французской темой, и премьер-министр Клемансо был в значительной степени эффективен против сдерживающего влияния англичан и американцев. Франции должны были выплачиваться крупные репарации, была возвращена территория Эльзас-Лотарингия и получен мандат на управление частями бывших немецких колоний в Африке. Французские и британские солдаты и дипломаты хорошо работали вместе во время войны, и главной целью французской дипломатии стало постоянное продолжение тесных отношений, а также включение в это Соединенных Штатов. Однако Лондон и Вашингтон не пожелали взять на себя обязательство использовать свою военную силу для поддержания европейского порядка, установленного на Парижской конференции. По мнению Ллойд Джорджа и Вудро Вильсона, Клемансо зашел слишком далеко, выдвигая свои требования. Лондон вернулся к довоенным приоритетам, делая упор на внутренние имперские соображения, исходя из предположения, что Франция будет представлять некоторую угрозу британским интересам. Соединенные Штаты отвергали любой военный союз, и их внешняя политика находилась в полном замешательстве. Историки сходятся во мнении о низком качестве высшего руководства России. Царь Николай II принимал все окончательные решения, но ему неоднократно давали противоречивые советы, и он, как правило, делал неправильный выбор. Он создал глубоко порочную организационную структуру, которая была неадекватна высокому давлению. Стивенсон, например, указывает на катастрофические последствия недостаточной связи между гражданскими и военными, когда гражданские лица и генералы не контактировали друг с другом. Правительство совершенно не подозревало о своих фатальных слабостях и оставалось вне связи с общественным мнением. Министр иностранных дел должен был предупредить царя, что если он не уступит требованию народа и не обнажит меч от имени Сербии, он рискует революцией и потерей своего трона. Царь все равно потерял свой трон. Стивенсон заключает, принятие русскими решений в июле 1914 года было скорее трагедией просчета. Россия была более уязвима к социальным потрясениям, чем любая другая держава. Царь Николай II принял личное командование армией в 1915 году и проводил большую часть своего времени в штабе армии вблизи линии фронта, где его склонность недооценивать лидерский качество и неправильно понимать стратегию нанесла наибольший ущерб. Тем временем моральный дух в тылу резко упал, солдатам не хватало винтовок и достаточного количества продовольствия, экономика была напряжена до предела и за его пределами, а забастовки стали повсеместными. Царь обращал на это мало внимания. Царица Александра, все больше подпадавшая под обаяние Григория Распутина, непреднамеренно передавала царю предложенные им имена для высших назначений. Таким образом, в январе 1916 года царь заменил премьер-министра Ивана Горемыкина Борисом Штюрмером.
Министр иностранных дел Сергей Сазонов не был влиятельным игроком. Историк Томас Отте считает, что Сазонов чувствовал себя слишком неуверенно, чтобы отставить свои позиции против более сильных людей. Он был склонен скорее уступать, чем отставить свои собственные взгляды. На критических этапах июльского кризиса Сазонов был непоследователен и демонстрировал неуверенное понимание международных реалий. Царь уволил Сазонова в июле 1916 года. Когда царский режим рухнул в феврале 1917 года, на 8 месяцев на смену пришло Временное правительство, либеральный режим. Александр Керенский играл ведущую роль и в конечном итоге стал премьер-министром. После того, как Ленин и большевики свергли режим Керенского в ходе Октябрьской революции 1917 года, Россия погрузилась в гражданскую войну.